Здравствуй, мой любимый аэропорт имени Джона Фиджеральда Кеннеди в Нью-Йорке. С тобой связаны и первый прилет в Америку в 93 году, и радость встреч друзей, и память о моих путешествиях, а главное – возвращение домой, в Нью-Йорк. Нравится и монорельсовая дорога, которая соединяет терминалы между собой. Благодарю за сервис. Интерьер и дух аэропорта переносят тебя в атмосферу свободы Америки. Можешь лететь куда тебе захочется и через несколько часов комфорта попадаешь на другой континент. Обычно расстояние до города, в который я лечу, измеряю количеством просмотренных художественных фильмов. А в очень далекие времена индейцы измеряли расстояние в картошках. Посылая гонца в точку А, одновременно начинали печь по одной на костре. Объявили, что посадка откладывается на 20 минут, и сразу же задержку компенсировали снеками-перекусом. Мелочь, а приятно. Конфеты. Кстати, можно взять сосачки. Опа. Что еще здесь осталось? И вот какой-то apple sauce. И что здесь еще? И чипсы. В самолете усаживаюсь поудобнее, настраиваю монитор и всем хорошего полета. Итак, 3 фильма позади. Аэропорт Лас-Вегас, штат Невада. Специфические звуки игровых автоматов поднимают настроение. Мне пришлось немного подождать главных участников нашего путешествия в аэропорту. Едем на Uber в Лас-Вегас, мировую столицу развлечений и азарта. Дальше все по плану. Расселение в мотель, завтрак и на коня. Конец октября. Погодка как по заказу. Все прекрасно. Во-первых, переводим время на 3 часа вперед по сравнению с Нью-Йорком. Во-вторых, запасаемся водой, едой и фруктами хотя бы на 2-3 дня. Ну а план нашего маршрута и посещения шоу уже был готов. Немного оглядевшись возле мотеля, двигаемся дальше. Можно просто проехать мимо и понаблюдать через окно, или же выйти на пару минут из машины. И вот первая маленькая остановка в прерии. Сколько много саранчи. Смотри, смотри, идешь, и она прям вылетает из-под ног. Ой, тучи прям, смотри. Ну это саранча. Что? Да я не вижу никаких следов змей. Они не в ямах, они следы вот так прям дорожки оставляют. Знакомство с дикой природой. Я впервые на этой земле. То камень, то песок, то колючка, засушливая пустыня. Из-под ног тучами разлетаются кузнечики. Прерия означает равнина, степь, бесконечный простор. Наравне со скоростными дорогами здесь можно увидеть бескрайние степи с разнообразной растительностью, которая не изменилась за многие века. Здесь и криозотовые кусты, и францерия, или амброзия, и салазария, и коровий шпинат, солянка, листья и острые колючки, которые являются источником минеральных веществ для животных.
а индейцы Навахо из листьев и веточек растения в свое время делали желтую краску. Колючки. А на первый взгляд, что это не колючка, но она колючка. Да. На расстоянии 80 километров от города Лас-Вегас, штат Невада, начинается парк Долина Огня. Эти каменистые монументы, похожие на пылающее пламя, создают впечатление, будто вся долина охвачена пожаром. Красочные пейзажи в камне. Можно долго рассматривать и наслаждаться дикой природой, особенно в октябре, когда спадает жара и уменьшается поток туристов. Каждая скала-монумент марсианского красно-рыжего цвета имеет свое название. Слоновая скала, пчелиные улья, 7 сестер и множество других. На некоторых из них сохранились вековые петроглифы. Формирование этих скал началось 150 миллионов лет назад, а открытие парка как заповедника состоялось в 1935 году, во многом благодаря фотографу, который заснял это великолепие и показал фотографии в Голливуде. Многие продюсеры заинтересовались марсианскими пейзажами и сняли здесь множество фильмов. Во времена нашествия первых переселенцев из Европы частенько на предложение продать землю индейцы отвечали: «Великий Дух сотворил землю для всех, и мы не можем продавать то, что принадлежит всем». Поэтому до сих пор Долина Огня является собственностью индейцев племени Навахо. Также вся прибыль, полученная от туризма и игорных заведений, идет в казну племени. Издалека кажется, что эти отдельные стоящие архитектурные сооружения – дело рук человека, и что вокруг на расстоянии стоят замки, храмы и дворцы. Но это не так. Более 250 миллионов лет назад здесь было море, на дне которого собирался ил, который спрессовывался с песком, образовывая сланец песчаника. После тектонического разлома плита поднялась, вода схлынула и образовалась плата, а затем ветер и дожди медленно уничтожали верхние рыхлые породы. Появились ущелья, каньоны и скалы, которые вследствие эрозии превратились в эти архитектурные шедевры. Процесс эрозии происходит до сих пор. Чтобы увидеть марсианские ландшафты, надо проснуться пораньше с самого утра и подняться повыше. В это время и без того красочные скалы окрашиваются в более яркие оранжево-красные тона. Такие моменты длятся не больше часа, а когда солнце уже в зените, то все цвета меркнут, тускнеют и фактурные тени пропадают. Если хочешь поближе познакомиться с неземными ваяниями, придется ехать по грунтовой дороге, сохраняя дистанцию, чтобы не запылиться. Красные скалы плюс воображение и фантазия каждого уносят в космос.
О, Виталий куда залез? Виталий – бывалый путешественник. Залез на верхотуру и дразнит нас своей смелостью, а мы делаем вид, что заняты съемкой. Как было вкусно и здорово устроить пикник на Марсе. Всем приятного! На этом заканчиваю первую часть путешествия. Продолжение о фантастическом месте на просторах Вселенной предлагаю во второй части. Благодарю за лайки.